Друзья, сейчас я вам расскажу такой способ построения головы, который вам позволит очень точно передать пропорции. Я бы даже сказал не передать, а скорее использовал бы термин скопировать все очень точно. Дело в том, что в основе этого способа лежит все-таки измерение. Такой способ построения еще называют методом визирования. Ну, сейчас я начинаю. Самое главное мне расположить лицо на листе бумаги. Я делаю кое-какие отметки приблизительно, где бы я хотел, чтобы расположилась наша голова. Здесь центр, здесь края, а здесь у нас линии, на которых будут расположены глаза. Зачастую расстояние между глазами равно самим глазам, расстоянию самих глаз. Но в нашем случае это почти так. Единственное, что глаз, который справа, он у нас немножечко поменьше, потому что объект у нас смотрит немножечко с поворотом, не совсем анфас. Вот, поэтому правый глаз у нас немножечко вдали, соответственно, он поменьше. Итак, наша задача сейчас состоит в том, чтобы нарисовать единицу измерения, которой мы будем мерить потом все остальные детали и вокруг которой у нас будет строиться весь портрет. В качестве единицы измерения мы возьмем и нарисуем левый глаз. Он у нас будет эталоном для длин и для высоты. То есть высоту зрачка, высоту глаза мы тоже можем использовать потом для измерения. Ну, сейчас более подробно расскажу и покажу, как все это будет выглядеть, как это работает. Самое главное сейчас не спешить и нарисовать его максимально точно. Потому что, еще раз повторюсь, этот глаз, давайте его будем называть в дальнейшем основным глазом. Этот основной глаз у нас будет работать инструментом измерения. Ну вот, разрез глаза мы нарисовали. Уже у нас появилась какая-то единица измерения. И дальше вокруг глаза, вокруг нашего основного глаза мы начинаем рисовать различные объекты. Вот в частности у нас появилась возможность нарисовать веко, отталкиваясь от размера разреза глаза, то есть от его высоты. Мы видим на фотографии, что веко на небольшом расстоянии находится от глаза чуть поменьше, чем разрез глаза по высоте. Если есть возможность нарисовать еще какие-нибудь ориентиры, лучше их нарисовать, потому что потом они будут нам очень хорошо помогать в плане визуального сравнения объектов и расстояний между ними.
Ну вот, основной глаз мы нарисовали, веко нарисовали. А сейчас нам нужно найти расстояние, на котором находится второй глаз. Померяем на фотографии расстояние, которое нам нужно. Посмотрим, чему оно равно. А равно оно нашему глазу основному. Итак, у себя на бумаге измеряем расстояние своего эталонного глаза, который мы называем основным. И перекладываем такое же расстояние. И получаем точку. Здесь у нас будет начинаться второй глазик. Желательно все перепроверять хотя бы по 2 раза, особенно на начальном этапе, пока еще мало опыта. Ну вот, теперь нам нужно измерить, какое у нас расстояние получится для второго глаза. Померяем его на фотографии, сравним его с нашим эталоном, и это расстояние оказалось немного меньше, чем наш основной глаз. И точно такое же немного меньшее расстояние мы отмерим у себя, в частности у нас получается от слезного канала до зрачка. И переносим это расстояние к себе на рисунок. Проверим. Все верно. Здесь нам еще нужно задать координаты не только по длине глаза, но и по высоте. Вот если мы возьмем карандаш и абсолютно горизонтально, ориентируясь на край листа, приложим его, то мы увидим, где у нас будет проходить низ глаза и где у нас будет проходить его верхнее веко. Таким образом мы обозначили место, мы обозначили края, мы обозначили рамки, за которые не должен выходить наш второй нарисованный глаз. И в дальнейшем второй нарисованный глаз тоже будет служить для нас ориентиром, объектом, от которого мы будем отталкиваться, рисуя другие объекты. Рисуем очень аккуратно, внимательно смотрим фотографию, сравниваем, какой размер у нас зрачка, какой размер у нас относительно зрачка справа от него расстояние, где у нас белок глаза. Видите, там немножечко больше места. Смотрим по высоте, как у нас глаз нарисован. Рисуем веко. Когда рядом с каким-то объектом нужно что-то нарисовать, это практически не вызывает никаких сложностей. И достаточно даже глазомера обычного человека. А основные объекты мы рисуем с помощью измерения. Это позволяет нам очень точно передать все пропорции. Сейчас нам нужно найти расстояние до кончика носа. Возьмем ориентир вот эту вот прямую
и измерим его на фотографии. Чему равно это расстояние? Смотрим. Наш основной глаз, основной ориентир показывает, что это расстояние равно целому глазу плюс один зрачок. Да, так тоже можно мерить и практически точно. От края глаза отступаем расстояние зрачка, ставим метку, померили. И точно такое же расстояние ставим от нашей прямой, которую мы начертили для ориентира. И очень точно намечаем кончик носа. Проверим. Все точно, все совпало. Можете не сомневаться, так оно и должно быть. Сейчас нам нужно найти все границы, в которых находится наш нос. Показываю, как это делать. Сейчас мы ищем крылья носа. Прикладываем карандаш и смотрим. Нам нужно провести визуально очень прямую, очень вертикальную линию. Ориентируемся на край листа. Может возникнуть вопрос, если мы, например, пишем картину маслом и холст, например, круглый. Заранее можно начертить две прямые, одну горизонтальную где-нибудь вверху и одну вертикальную где-нибудь справа или слева, где удобно. И от них тоже можно ориентироваться. Вот я сейчас решил проверить, ширина нашего носа равна нашему основному глазу. Это просто ради интереса. Теперь нужно найти вот это расстояние, где у нас крылья носа по высоте отличаются от кончика носа. Здесь, я думаю, не стоит даже проводить никаких измерений. Это настолько просто сделать на глаз. Хотя и здесь тоже можно измерить. А вот где начинается у нас кончик носа, с левой стороны переходит в крыло носа, прикладываем прямую, прикладываем карандашик, и получается ровно по центру между глаз. Это конкретно в нашем случае, когда у нас голова с небольшим доворотом. Все, границы мы нашли. В этих пределах рисуем нос. Принцип такой. Находим границы, в которых должен находиться объект. И внутри этих границ очень тщательно, точно срисовываем с фотографией. Срисовываем только такие моменты, которые имеют четкие линии. Вот, например, спинка носа у нас немножко размытая. Для того, чтобы не усложнять себе задачу, мы рисуем основание носа, крылья и кончик. И от них потом уже, когда будем раскрашивать сухой кистью наш рисунок, тогда уже можно относительно нарисованных объектов раскрашивать и практически попадать очень точно. Следующий наш объект — это губы. У нас здесь все непросто, у нас здесь будут зубы еще нарисованы. Я специально выбрал такую фотографию, чтобы показать максимально сложную задачу. Для начала нам нужно найти, где у нас верх верхней губы. Тут на глаз видно, что расстояние примерно равно зрачку нашего основного глаза. Ставим меточку. А теперь нам нужно измерить вот это расстояние. Посмотрим, где у нас на фотографии есть похожий размер. Измерим. Получается, что у нас глаз опять стал единицей измерения очень точной.
Итак, меряем свой глаз. И от этой точки, которую мы поставили, ставим меточку. Все, это у нас низ. Теперь нам нужно найти правые и левые углы. Так, посмотрим. Вертикально проведем линию. Еще раз повторюсь, относительно края листа бумаги. Все. У нас фактически 4 ориентира есть, за которыми нельзя заходить. Но есть еще кое-какая небольшая сложность, так как рот в нашем случае состоит из множества деталей. Губы, зубы, еще немножечко с поворотом. Смотрите, нам нужно найти, где у нас по высоте относительно верха губы находятся уголки рта. Вот потом нам нужно будет соединить эти точки с верхом верхней губы. То есть вы видите, как все очень точно измеряется. Здесь абсолютно исключено какое-то индивидуальное видение. Здесь только четкие измерения. Вот мы соединяем наши точки, наши ориентиры, которые мы дали. А внизу у нас просто нужно представить вот такие вот линии. И примерно в пределах этих линий, только закругляя углы, нам нужно провести такую дугу. Имейте в виду, что низ у нас, самый низ нижней губы, немножечко смещен вправо. Он находится примерно под основанием носа. Вот это нужно учесть. А так ориентируйтесь на прямые, чтобы они были параллельны, как на фотографии. То есть ваши прямые должны быть параллельно прямым на фотографии. А теперь нам нужно найти толщину каждой верхней и нижней губы и где у нас находится открытая часть рта, где мы видим зубы. Ну, верхнюю губу я нашел сразу, без проблем. Это такое же расстояние, как от кончика носа до верха губы. Границы, наружные границы нашего рта уже очень четко обозначены. И внутри этих границ достаточно несложно можно нарисовать сразу. Все, что можно нарисовать, несложно надо нарисовать сразу. Вот верхняя губа у нас несложно. Рисуем нижнюю губу. Знаете, вот в середине где-нибудь или в начале процесса, когда начинают появляться какие-то объекты, ваш глазомер может не верить, может сопротивляться, будет заставлять вас сомневаться. Все должно быть не так, все неправильно, все пропало. Не соблазняйтесь на эмоции, действуйте хладнокровно, все очень точно измеряйте, и результат гарантированно будет положительным. И я так думаю, что достаточно 2-3 таких сложных объекта, и у вас уже появится очень серьезный опыт. Вы сможете с помощью такого метода нарисовать практически любой сложности объект.
Это будет только вопросом времени. Но, кстати, с опытом время будете тратить гораздо меньше. На самом деле я, когда рисую портреты, настолько кропотливо не работаю, потому что много чего я пропускаю, зная, что погрешности у меня допущено не будет. Просто благодаря опыту. Убираем всякие вспомогательные линии, черточки. Начинаем рисовать зубы. Благодаря этому методу и внимательности зубы тоже совсем несложно нарисовать. Я думаю, здесь можно даже ничего не комментировать, все и так понятно. В общем, проводим эти ориентиры. Единственная просьба, обращайте внимание, насколько вертикально или горизонтально, вот в таких случаях, вы держите карандаш относительно края листа. Вот смотрите, ориентируясь на основание носа, так как мы его тщательно рисовали, не спешили, и он у нас очень точно нарисован, я, доверяя точности нарисованного носа, ориентируюсь на него и размечаю расположение зубов. Я сейчас их не рисую, а только лишь размечаю. Вот когда мы нарисуем сейчас два передних зуба центральных, вокруг них у нас уже поделилось все оставшееся пространство, но на какие-то сегменты, и их уже несложно прорисовать по 2 и по 3 зуба с каждой стороны. Теперь просто обозначив границы, внутри них просто рисуем зубки точно так же, как на фотографии. Друзья, каждый этап нужно делать очень точно, потому что от него может зависеть следующий этап. В данном случае расположение зубов у нас зависит от точности того, как мы нарисовали основание носа. А основание носа мы нарисовали благодаря тому, что мы точно нарисовали глаза. И так все друг за дружку цепляется. Будьте внимательны. На этапе построения лучше не спешить. Я еще раз повторюсь, на первых этапах, первые 2-3 построения у вас будут медленные, но уже 4-й и 5-й, когда у вас появится такая моторика, какая-то мышечная память, у вас все будет получаться гораздо быстрее. Как я уже говорил, все нужно рисовать точно. И благодаря тому, что мы нарисовали зубы, у нас появился дополнительный ориентир. Я заметил, что верх нижней губы немножечко не точен. Я его тут же подкорректировал. Итак, у нас остался маленький участок слева в уголке рта. Его нужно просто поделить на такие расстояния. И внутри этих ограничений нарисовать каждый зубик по отдельности. Вот представьте, если бы просто бы рисовали на глаз.
по принципу «я так вижу», а вот такую сложную конструкцию. Я думаю, что ничего не получилось бы хорошего. Вот благодаря Ее Величеству точности передаются все эмоции в портрете. Может быть, вы слышали где-нибудь, когда видите красивый портрет, насколько точно возгласы и комментарии, насколько точно все передано, все эмоции переданы, все чувства. Это все благодаря точности, друзья. Это не какое-то там видение. Ну, это тоже есть, конечно, присутствует. Оно как бы дожимает до окончательного такого состояния. Но самое главное, передает точность размеров и пропорций. Итак, первая часть построения нашей головы закончена. Услышимся во второй части. Спасибо за внимание.